Всех приветствую. Посмотрим, что у нас изменилось за последние пару дней. По биткоину линию мы не пробили, наше движение в силе, ориентировочная зона по-прежнему актуальна. Есть здесь другие варианты, какие могут сработать, если мы пробьем вот эту вот желтую линию. Они тоже нисходящие, но я оставлю данный прогноз, так как он пока еще не отменился. Данная схема по-прежнему в силе. Теперь посмотрим эфириум. По эфириуму мы линию пробили. И вот теперь здесь я покажу, какой сценарий будет, в принципе, и на биткоине, если он пробьется. Он также нисходящий. Разница лишь в том, что коррекционная волна B, похоже, у нас растягивается. Здесь у нас не ABC будет, а WXY. Здесь W, X, Y. В волне W ABC, в волне X у нас также ABC, а вот в волне B она пока еще до конца не сформирована, и предварительно она состоит из 5 волн, то есть схема у нас будет 3-3-5. Сейчас небольшую предварительную оценку можно провести, куда у нас ориентировочно доходит волна B в новых условиях. Расчетная зона здесь, и мы уже здесь. Мы здесь имеем дивергенцию, объемов у нас повышенных по-прежнему нет, что говорит о коррекционном характере движения, поэтому все еще мой основной вариант – это снижение. Можно подкорректировать зону, куда мы будем корректироваться в дальнейшем. Расчетная зона у нас теперь вот здесь, исходя из данных, которые имеются сейчас. Дальше у нас по Ripple. По Ripple у нас здесь по-прежнему никаких изменений. Стоит отметить, что глобально мы до сих пор в 4-й волне, но движения здесь происходят такие, что можно по 15-20% получать, если вы это будете отторговывать. Движения здесь не особо предсказуемые, поэтому я просто жду более глобального и четкого движения. Пока основной сценарий тот, что мы сходим ниже. Дальше Dash. По Dash никаких особо важных движений не происходило. Мы также придерживаемся плана. Пик не пробит, лой не пробит. Наблюдается флэт. Объемы также никакущие. Напомню, что здесь есть два сценария, как на графике, то есть А, Б и вниз С, либо как по эфириуму получим. Это будет А, здесь что-то Б и дальше С с последующим снижением. Основной сценарий такой, он не отменен, поэтому прогноз прежний. По АДе. По АДе здесь мы рисовали потенциальный вход. Он пока не отменен, стоп не пробит, но и подтверждающих объемов так и не получилось. Кто здесь зашел до сих пор в сделке? Четких сигналов на разворот, подтверждающие движение наверх, пока также нет. Я ожидаю снижения вниз, но по структуре движения здесь похоже на заходной, который может отработать выше. Дальше по Polkadot. По Polkadot здесь также нет отмены нашего сценария. Движемся в нисходящем движении в расчетную зону. Пока все по-прежнему. Посмотрим BNB. По BNB здесь приобретает все больше и больше форму треугольника ABC, DE. Это предварительное движение, предварительная разметка движения, но она все еще актуальна. Объемов нет, форма по волнам подтверждает наш прогноз. Ожидаем снижения в расчетную зону. Посмотрим монету Bitcoin Gold к биткоину. Ее попросили в донате. Если вам нужно рассмотреть любую монету, отправляйте донат. Пишите в комментариях, что хотели бы увидеть. Здесь глобально мы находимся на дне. Можете видеть, просто вниз укатали. Объемы есть, но на дне. Что у нас на графике? Уровни отмечены. На дне появились объемы, что говорит о том, что монета жива и она все еще интересна. Характер движения у нее здесь довольно-таки тоже интересный. Предположительно здесь была волна 1, 2, прошла тройка, наиболее высокие объемы, высокий индикатор. Вполне возможно, что здесь закончилась волна 3, и мы сейчас в коррекционной 4-й волне. С понижением, естественно, объемов достигли расчетной зоны коррекции 4-й волны. Но не факт, что мы из нее пока вышли вверх. Потому что вот смотрите, какие тени сверху. Это говорит о том, что любой заброс, он сразу откупается и прибивается вниз. Снизу теней не так много, а сверху есть. Просто здесь вот такая плита, которая держит цену, держит, не дает ей пойти вверх. Постоянно ее кто-то продает планомерно. Что касается расчетной зоны, куда может сходить монета в 5-й волне, вот она, чуть-чуть выше уровня. Но я думаю, как раз таки в этом районе она и развернется. Возможно, даст ложный пробой в расчетную зону и пойдет вниз, либо просто отобьется от уровня. Потенциал у монеты есть. То есть вот эта пятиволновка, когда заканчивается,
она является сама по себе волной 1. То есть вполне возможно, что когда здесь закончится волна 5, это будет конец волны 1. Потом мы скорректируемся в волну 2 и пойдем дальше наверх. Пока это рано рисовать. Прогноз на экране. EOS. Эта монета собрала наибольшее количество лайков в комментариях. По ней структура движения напоминает импульс. Как и по всем монетам, мы начали снижение. Здесь получили волну 1, 2, на больших объемах волна 3. Сейчас корректируемся в четверке. Следующее движение ориентировочно будет это 5-я волна вниз. Сейчас построим расчетную зону. Если волна 4 закончилась и выше она не пойдет, то расчетная зона у нас вот на данных уровнях. Я как вижу, это основной сценарий. 5 волн будет в рамках волны А, потом будет Б, С. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои монеты в комментариях. А монета, которая соберет больше всего лайков, попадет в следующий ролик. Если же хотите, чтобы рассмотрели вашу монету без очереди и без всяких лайков, просто пишите в донат в комментариях. Удачной торговли и счастливо!